Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сейчас вот перед тем, как начать обзор, мысль такая в голове пробежала, сам для себя удивился. Хотя это так и есть. Практически в каждом обзоре 75-80% всего, что я вам показываю, это новинки. То есть мало что дублируется и мало что повторяется. К примеру, в сегодняшнем обзоре из старичков будет, ну, пожалуй, помазок и лезвие. А все остальное вы никогда не видели. Что именно? Идите смотрите на крупный план, а я начинаю подготовку. Догоняйте. Ну, вот такая маленькая фитюлька у нас сегодня будет, ребята, на обзоре, которая появилась благодаря Александру Тернавскому. Это наше прошлое, ребята. Это времена СССР. Вот эта вот вся коробочка весом 35 грамм вмещает в себе дорожный станочек разборный. Ну да, несколько времени ее не пощадило. Видите, тут край чуть-чуть отломан. Но я думаю, что на самом станке это никак не сказалось, тем более, что он в отличном состоянии. Нигде, вообще нигде никаких меток нет. На самом станке, на коробке только в одном месте. Я вам сейчас покажу. Вот здесь вот эта вот печать, которая посередине стоит. Там написано, что это завод Хар Пластмасс. Ну, как я понимаю, что это Харьковский завод Пластмасс. И все, больше нигде никаких штампов нету. Сам станок без коробки, стоять Маруська, без коробки он уже весит 16 грамм, вот эти вот все 4 части вместе. Собирается элементарно просто, Ватсон. Вначале собираем ручку, теперь берем верхнюю и нижнюю голову. И получается все вместе у нас трехсоставной станочек. Выглядит, ну, как в старые добрые времена, помните, вот эти вот все закругленные такие вот вещи. Наблюдаю здесь некоторую неравномерность. Вот смотрите, здесь поуже, здесь пошире. Здесь вот тоже как-то вот это вот не совсем равномерно. Вот смотрите, вот эти все скосы. Так, давайте я покрупнее сделаю. Ну вот так вот. Вот об этом. Здесь скос такой, а здесь скос такой. Переворачиваем. Тырц. Здесь примерно та же самая картина. Немного, чуть-чуть, но тем не менее факт остается фактом. Это нижняя плита. Не знаю, что за материал, ребята. То ли это бакелит, то ли это еще что-то, но вызывает уважение. Знаете, как вот старые добрые радиоприемники, которые были, вот так вот там пластмасса выглядела, внушает уважение. Верхняя плита такая же пластмассовая, как и нижняя, но вставыш идет у нас металлический. Лезвие. Я думаю, что побреемся сегодня двумя лезвиями, потому что я хотел первоначально поставить рапиру, ну, дабы понять, что это за такое вообще. И, как вы помните, у меня было время, что больше года я, кроме рапиры Platinum Blux, ничего не признавал. Так они мне нравились. Но парни в предыдущих видео в комментариях, ну, буквально лоббируют свои интересы. И говорят: Иванов, хром давай, биг хром, платинум. Ну вот, ребята, и он сегодня поприсутствует. Одну сторону лица побреем этим лезвием, другую этим. Начнем, пожалуй, с рапиры по-старому. Устанавливается легко и просто. И теперь уже накручиваем ручку. И все вместе у нас получается вот такая красота. Давайте на вылет посмотрим. Мне кажется, вот здесь вот поуже, а там пошире. Так, интересно, это мне кажется или нет? Это можно устранить? Да что-то как-то не устраняется. Как бы это ни при установке сразу все было. Ну, небольшой люфт есть. Ну, в принципе, да, он допускает некоторые перекосы. Так, а давайте тогда попробуем более тщательно все это сделать.
Так, благо здесь ушки торчат. Значит, длина головы, скорее всего, 41 миллиметр. Ну вот все, ребята, больше я уже не могу выровнять. Вот так вот. Ну, вроде чутка, совсем немного получше стало. Хотя все равно, конечно же, вот смотрите, здесь, вот как я вижу, поуже, а здесь пошире. Ладно, разберемся. Так, а здесь у нас кэскосе. Здесь вообще весело. Ну, а теперь вернемся к разным скосам. Легко предположить, что станок с секретом. Хотя Александр об этом не говорил, но так и думаю, что да. Здесь где-то собака порылась, скорее всего. Одна сторона здесь такая, а другая сторона здесь такая. Какая? Ну, не бреясь им, могу предположить, что вот здесь вот угол покруче, это должна идти помягче. А здесь, в смысле, здесь угол поменьше, она должна идти помягче. А здесь он вроде бы покруче. Хотя вот, насколько я прав или нет, это мы разберемся в бритье. Так, а сбоку что у нас? Хотя не исключаю такую возможность, что это самый обыкновенный станок. Просто вот ввиду его технических особенностей я его принял за двусторонний. Ну ладно, разберемся. Главное в драку ввязаться. Вот такой станочек. Помазок. Помазок сегодня будет именной от DS Cosmetic. Здесь вот даже вот Home Like Vaping тогда еще написано. Теперь он для меня еще более ценный, потому что Home Like Vaping уже все, прекратил свое существование и появился Home Like Shaving. Что из себя это представляет? Барсучок. Барсучок самый обыкновенный, тот, который DS Cosmetic выпускает наравне с яками. Где-то у них чуть получше, где-то у них чуть похуже. Так что, в принципе, по большому счету, это одного поля ягода. Что конкретно этот помазок себя представляет? Внутренний узел 24, наружный 26. Длина ручки 66,1, а длина узла 55. То есть у него ручка чуть-чуть на 10 мм подлиннее. Это значит, им будет поудобнее в чаше работать. Узел. Да нормальный узел. Я с этим узлом уже брился и не раз, и в принципе по кайфу. Средней набивки, не такой, как у Зенита, конечно, чуть-чуть послабже, но тем не менее функционал он соблюдает и работает хорошо. Просто хорошо. Ничего плохого про DS Cosmetic не могу сказать, разве что. Иногда, редко-редко, очень редко, бывает у них некий элемент небрежности, но я думаю, что это они не специально, а от недогляду. Но конкретно в этом помазке такого я не видел. Ну и ручка перламутр, смотрите какая, прям вообще куда добром. В такой утонуть можно, как прям Сальвадор Дали прошелся. Нравится, реально нравится. Мыло сегодня, ребята, необычное, знаменитое, всемирно известное, с мировой историей, начиная с 1860 года. Я еще ни разу не сталкивался с этим мылом, чтобы оно мне принесло при этом какие-то неудобства или разочарования. Все время только радость. Сегодня же будет медовая ханик от этой компании. Каждый раз, когда я встречался с таким мылом, оно было вот такой вот минималистичной упаковки. То есть шаебочка, завернутая в пластик и с плямбочкой. С одной стороны этикетка названия, с другой стороны штрих-код, вес, за состав, ля-ля тополя, ну и, собственно, само мыло. Вот такое. Помимо качества этого мыла, я могу еще одну особенность назвать. Ребята умеют работать с ароматами. Вот, казалось бы, чего ждать-то от медового мыла? А тут есть чего ждать, ребята. Ну, несомненно, это мыло не стоит брать тем, кто не любит медовый запах. Но здесь он обыгран чудесно, просто великолепно. Вот сегодня этим мылом и побреемся. Роль автошеева сегодня будет представлять последний предмет от компании Экстра, владелец которой Доната. Это вот совершенно необычный, с которым я раньше не сталкивался. По сути, это крем-молочко. Вот такой аэрозольной упаковки. Хоть его и можно использовать как крем после бритья, но его первейшая задача — это увлажняющий крем. Что я, конечно же, могу подтвердить, потому что я им пользуюсь уже несколько дней, несмотря на то, что этот аромат мне не совсем заходит. Но, ребята, как же чертовски хорош этот крем. Что он из себя представляет? 100 мл баночка.
с необходимой надписью, но я сейчас вот здесь где-нибудь еще приведу, из чего он состоит. Продуманность конструкции. Вот несмотря на то, что это артизан, все-таки Донато заморочился и сделал вот такую красоту, ребята. Понятия не имею, как он это сделал, но вы понимаете, что вот сделать такое, это промышленные производственные условия, это куда-то заказ размещать. Если самому покупать такое оборудование, но это будет, я не знаю, сколько денег стоить, но наверняка не 3 копейки. И вот такая милая деталь. Для того, чтобы вам пользоваться этим кремом, есть вот такая вот плямбочка, которая будет закрывать горловину. Попользовались, спокойно можете вставить ее обратно. Если вы пользуетесь каждый день, возможно, она вам и не понадобится. Экономичность. Я вам сейчас чуть-чуть вот так вот так вот. Это даже не аэрозольная, наверное, упаковка, это скорее пампинг, что-то такое с насосом связано, просто давите, оно и выскакивает. Если на влажную кожу, все это расходится так сильно, что если вы такую серьезную горошину выдавите, то вы пожалеете, что вы так много выдавили, потому что вам нужно будет понимать, куда это деть. Поэтому много, ребята, не давите. Тут этих 100 мл хватит ой-ой насколько. Ну и, конечно, ароматика. Ароматика, блин, она покоряет. Вот сегодня этой штукой мы с вами и заполируемся. Чаша. Не случайно сегодня мыло от Хаслингера будет участвовать, потому что это дает возможность лишний раз продемонстрировать вам тот функционал, который изначально был заложен в эту чашу. Не только мыло Вильямс, не только мыло Колонел, полковник, там, ну, любое, которое вот такими маленькими шайбочками можете ставить посередину и спокойно продолжать бриться. Это мыло после сегодняшнего обзора так и останется в этой, ну, я перепакую, естественно, высушу его, вытру, так и останется в чаше, и в следующую пятницу кто-то это мыло вместе с этой чашей и заберет. Но не в этом суть. А в чем же суть? А суть, где вот. Я просто решил показать последнюю экспериментальную чашу и все. Повторюсь, после того, как будут логотипы, все эти чаши появятся в магазине, их можно будет взять. Чаша не маленькая, но несмотря на свои размеры, скажем так, средние, она весит 408 грамм. Ну, для примера, если взять вот так вот, да, допустим, вот мужской материк выпускает, ну, вот эта чаша весит, по-моему, 390 или 387 грамм. Ну, то есть, по сути, так вот, если разобраться, то по размерам, да, несколько меньше, по весу примерно одно и то же. Ну и функционал несколько разный. Тут все-таки как-то внутри так оформлено, тут так, но объем тоже разный. И еще что я заметил, разные вот эти вещи. Не знаю, хорошо это или плохо, просто может быть это говорит о разности материалов. Вот смотрите. Я ничего не применяю, кроме рук и ногтя. Вот. Это один вариант. Второй вариант. Точно так же беру за ножку. Вот как так Дмитрий делает, я не знаю. Но он молодец. Молодец, мне вот это нравится. Ну, этот звон, он не сделает пену лучше или хуже. Но то, что он есть, блин, да реально уже по кайфу. Та же самая чаша, которая была на предыдущем обзоре. Единственное, что, конечно же, другая цветовая палитра. Ну и ручка несколько меньше. А все остальное то же самое. Ну вот, пожалуй, что и все. Пошли бриться. Ой, ребята. Вы знаете, я не фанатею от меда. Ну, он мне нравится. И то не каждый. Но в парении мед я так, знаете, если использую, то в качестве штрихов. Никогда не кистью, а так, легким фломастером. А здесь же Хаслингер молодцы, молодцы. Они не опустили плинтус, не опустили планку, и хороший запах, интересный. Я даже думаю, те люди, которые не очень-то любят мед, но вот здесь бы они так, может быть, гораздо более терпимее отнеслись бы к этому продукту. Так, чашу отправляю на погреться. Ну, сейчас чуть-чуть намочим лицо. Нанесем пришейф и пойдем сбивать пену. Что, помазок уже замочен. Наверное, первый и единственный раз, когда я смогу воспользоваться этим мылом именно вот так, потому что начиная с этого момента, если, допустим, я оставляю это мыло себе, и вот оно мне нравится, я не бреюсь, оно будет жить только в этой чаше. Вот и все. Мыло твердое, чтобы оно там получше стояло, не стал я его размачивать. Но я думаю, это новый владелец сделает, если захочет, конечно.
Поэтому пускай чаша просто пока вот так вот греется. Ну вот. Я думаю, у этого производителя есть два слова, которые, если вы где-то услышите, вы сразу же поймете поймете, о чем речь. Вы путаться не будете. Первое, это, конечно, Хаслингер. То есть это, сразу понятно, что это кто. А во-вторых, которое вы слышали, может быть, гораздо больше даже, чем слово Хаслингер, это овечка. А как тебе мыло, овечка? О, там я овечку получу. Ты чё, овечка? У-у-у. То есть овечка это все сразу понимают, о чем идет речь. Да, сегодня не овечка, да, сегодня медовая, но все равно это из стада овечки. Оттуда. Так, пена. Так, помазок. Мыло твердое, поэтому, наверное, я все-таки побольше беру воды. При необходимости в чашу всегда ее можно будет добавить. Кстати, дополнительное удобство. Каждый раз, когда я запускаю в плавание, сейчас сам для себя обнаружил, мало того, что внутренний объем таков, что позволяет этой чаше плавать. Опять же, нужно не забывать вот про это. Здесь тоже будет водяной воздушный пузырь. И получается, даже если во время бритья полностью вы ее со всей пеной, со всеми пирогами пустите вот в ваш домашний бассейн, если вот вы так вот можете делать, то у вас чаша-то по сути получается теплая всегда будет. Интересно. Только что сам до этого сейчас допер. Так, загружаем помазок. По первому проходу подозреваю, что да, шайба там будет крутиться. Но это пока первый проход. Потом остатки мыла она высохнет после промывки и уже будет сидеть мощно. Так, чуть-чуть уже можно добавлять водички. Чуть-чуть мешает шайба взбитие прям пены прям в чаше, потому что по сути вы возюкаете все время по мылу, что неминуемо приведет к увеличенному расходу. Поэтому, допустим, если вот я сейчас так думаю, как на самом деле, это только практика установит. Если использовать вот этот метод, то использовать его только для забора мыла и для установки помазка, а взбивать уже на лице. Потому что взбивать прямо здесь, наверное, все-таки будет затруднительно. Я вот сейчас пытаюсь это изобразить, но все-таки я думаю, что тут на лице лучше продолжать, потому что, смотрите, мыло занимает слишком большой объем от чаши. Но есть и плюсы положительные. Все, что вы со своего мыла вытащите, никуда нафиг не денется с подводной лодки. Все останется у вас. Так, это так. Интересно, а с помазком она выдержит? Не, нафиг, тяжеленький. Ладно, плавает просто так. Все, наносим пену. Сейчас пока квасился, смотрел на помазок, прошу прощения, на станок. Такой махонький, такой прям. С одной стороны, конечно, у нас были такие, вес 16 грамм, но тоже как бы не удивил. Были, по-моему, еще меньше, там 12-14 даже что-то было. Но все равно махонький. Пока по кайфу. Мыло поддерживает свое реноме. Помазок очень мощный, очень бодрый. Такой эластичный шарик из себя строит. Прям отлично. Даже вот по первому проходу сам для себя понимаю, что того, что есть по мазке, в чаше не было никакой необходимости сбивать пену. Сейчас этого добрища более чем хватит на несколько проходов и уж больше, чем на бритье точно. Итак, первое будет у нас рапира, потом уже биг поставим. Давайте посмотрим, что у нас тут получится. Это одна сторона.
Да. Если вот здесь вот какой-то особой разницы не заметил, то вот здесь вот, когда шел, одна сторона пободрее, прям порезче, а другая так помягче. Вот это бодрая. А это еще бодрее. Хотя какой-то такой, знаете, особо ощутимой разницы я не заметил. Может, я все выдумаю. Первый проход говорит о правильности выбора лезвия. Судя по всему, это станок средней агрессивности, РПЛ здесь более чем в кассу. Я думаю, что если Биг! Биг! Ай! Твою мать. Заговорили вы меня. У меня же на эту сторону Биг должен был быть. Иван Иваныч. Так, ладно, ну лучше поздно, чем никогда. Давайте сейчас я... Ну просто, знаете, он как-то уж необычно бодренько. Так, все, вот. Затаскиваю Биг. Необычно бодренько как-то так пошел. И прям неожиданно резко. Такой, знаете, бодрой агрессивностью. Что у меня что-то про Биг-то из головы вылетело нафиг. Ну давайте хотя бы что-то им соберу. Когда на телевизоре нечеткое изображение, есть рябь, и ты размер этих частиц вольно и невольно воспринимаешь общим фоном. Не можешь сказать о размерах, но видишь, что они примерно такие. И как только тебе удается чуть-чуть что-то там подкрутить, у тебя вот эта рябь становится меньше, и изображение более четче. Вот примерно то же самое сейчас произошло. Если первое лезвие, которое стояло, рапира РПЛ, оно давало один фон ряби, то после того, как поставил Биг, эта рябь явно стала меньше. Она никуда не ушла, она осталась, но она меньше стала. То есть вот зернистость ее поменьше, уменьшилась. Ну, интересно, интересно. Все тот же помазок, просто намочу и в путь. Ну вот, смотрите, вот, плюха. Вот этой плюхой он работает. Вот он, вот это вот внутри сейчас шарик, там вакуумная присоска. Вот причмок, видите, он даже на щеке осталось. Вот от этого в мазках я ловлю кайф. Не в каждом это есть. Есть вполне себе барсуки, в которых этого в принципе-то и нету. Не сказал бы, что это как-то плохо или еще что-то. Есть люди, может быть есть, которым это нафиг не надо. Ну вот лично для меня это вот прям, ну это вот просто инструмент работает по-другому, совсем. И ты это чувствуешь разницу. Кому-то это нравится, кому-то может пофигу. Раз уж обломали Биг с первым проходом, наверное, дальше просто на Биге пойдем, да и все.
Да, ребята, я вам скажу, что это зубастик, как бы даже не по зубастее, чем 89-е. Что-то вот такое. Это при 16 граммах. Если бы он весил там 70-100, ух, было бы еще интереснее. Ну вот, все-таки цепанул. Хоть я и переключил темперамент ввиду того, что лезвие поострее поставили, но все-таки коцку-то умудрился поставить. По скольжению великолепное. Мыло дофига. Ну и все, уходим на последний, наверное, до бривки. Промывается легко, удобно. Да, конечно, необычная форма головы, но к ней быстро привыкаешь. Вот здесь, в этом месте, против шерсти не дал. Прямо закусил. Не в том смысле, что тупанул об волос, а в том смысле, что я чувствовал, что если бы сейчас вот потяну, то я порежусь. Ну вот, собственно. На. Побрился хорошо из подбривок. Вот здесь, пожалуй, можно было бы цепануть. Подбородок вот замурчательно. Здесь хорошо. Ну вот это еще место, возможно. Подбриваться не стану. Общую картину я и так для себя составил. Потому что с этим лезвием сейчас по практически выбритому лицу, но это не только раздражение добавлю, но и морду лица себе еще раз донесу. Так, наверное, оно того не стоит. Пускай уже как есть, а следующее бритье уже там все сделаем. Из помазково-мыльно-пузырной темы у нас осталось следующее. Помазок даже еще и брить-то не начинал, он только разминался. Посмотрите, сколько здесь. Чаша. Сейчас мы ее сполоснем. Специально холодной водичкой ее обдал. И все. Сейчас вот сам для себя что сделаю? Переверну ее вот так, чтобы стекли остатки влаги. Ну, это минуты на 3. А потом переверну вот так, чтобы оно все высохло. И нифига-то ему не будет. То есть, начиная с этого момента, это мыло и эта чаша, это однояйцевые близнецы, никуда они нафиг не денутся, они будут жить вместе. Вот так вот, скорее всего, в следующую субботу они кому-то и уедут. Ну, естественно, тут как-то заверну, чтобы было так по фэншую. Но вот вытаскивать уже, наверное, не стану. Пускай вот так вот оно все и будет. Вот для этого внутренняя выемка и задумывалась. Не знаю, насколько это будет функционально, кому-то понравится или нет. Пока мне по кайфу. Вот пока да. А дальше посмотрим. Тик, пить.
Сам помазок. Нормально. Нормально, много всего, упругая, такая безэшная, все в порядке. Хорошо. Строители доделали соседнюю крышу, доделывают нашу. От всей души надеюсь, что скоро, совсем скоро, мы с ними распрощаемся. Ну, мой природный анализатор в виде вот этих слабых зон показывает, что я там хорошо сегодня оторвался. И та агрессия, которую получила сегодня моя кожа, выше привычной для меня. То есть надо было все-таки РПЛ в этом станке, мне бы все-таки зашло больше. Ну, пацаны там руки уже выкручивали, только не мордой об асфальт. Иванов, давай, бик. Ну, а вот станок такой и бик. Вот в этом, пожалуй, была моя ошибка. Ну что ж, автошейв. Ну, не совсем так. Это не автошейв, это увлажняющий крем. Вот как я его воспринимаю. И как его любимая моя воспринимает, потому что она этим кремом пользуется уже, ну, сколько, так же, как и я, 5 дней, почитай. И кайфует, просто реально кайфует. Ну, вот с этого количества, пожалуй, я начну. Да. Вот этого более чем. Ребята, да, сжечь будет, потому что не знаю как, не знаю каким макаром, но Доната умудрился туда пиндюрить спирт. Там не будет консервантов, там не будет парабенов, там нет этих самых антидепрессантов, эти аллергенов. То есть он старается все, что связано с аллергией, по максимуму поубирать нафиг. Не, вот такие вот он продукты делает. Поэтому, когда Иванова несколько дней ко мне подошла назад и спросила, а что у тебя есть увлажняющий крем? А у меня там бархатные ручки стояли. Она говорит, а это можно? Я говорю, хочешь, бери. И рядом этот стоит, говорит, а это что такое? Да я вот, говорю, парни в Италии делают, вот посмотри. Ну-ка, это же пошла, слышу, виск-писк, забегаю. Иванов, дай мне. Я говорю, солнышко, ну как бы это, ну ладно, я же еще обзор не снимал. Ну и опять же я пообещал, что это на стриме будет. Поэтому, ну, пока Иванова успокоилась, ну, может быть, если когда-нибудь еще что-то от экстра появится, ну, вот тогда вот она себе сможет что-то взять. Этот же, как был, так и пойдет. Но вот моя оценка и оценка Лариски самая-самая высокая. За счет чего? Ребята, он на самом деле увлажняет. На самом деле увлажняет, и на самом деле после него кожа становится сдобренной, что ли, как-то вот так вот. Вот знаете, вот как вот есть сухостой, да, кто-то пошел ее водой полил, что-то там сделал, шурум-бурум, и ты смотришь, что благодатная почва стала. Вот так я кожу воспринимаю после работы вот с этой штукой. Я не знаю, что здесь первично, что вторично. Первично ли это увлажняющий крем? Или первично то, что его можно использовать как крем после бритья? Как по мне, так все важно. Совершенно все важно. Если, допустим, это использовать как увлажняющий крем, да, на 100% Satisfaded будет соответствовать. Как после бритья, узнаем сейчас совсем скоро, я, когда его как крем использовал, наносил все время на сухую кожу, не на влажную. Поэтому у меня высыхал где-то в пределах 2-3 минут. Достаточно быстро, так если разобраться. Свой эффект, а он в нем есть, лично для меня этот крем 100% доказал. Мне тут объяснять, что он с кожей делает, мне не надо. Я это верю, я это проверил, это печать есть. А вот запах это да. По сути, ребята, это тот же парфюм. Вот те самые одеколончики, которые под видом автошейва Доната делает, на самом деле это вода, туалетная вода, которую можно использовать как автошейв. Потому что запах там до 4-5 часов тянет, реально. Эта зараза работает точно так же. Там концентрация вот этого дурмана, ну, может быть не 4 часа, может быть часа 3. Ну, 3-3,5 точно. Потому что вот этот запах итальянского апельсина, он мне хорош первый час.
На излете свыше часа он меня уже начинает утомлять, и как вот со слов товарища, который в России представляет эту компанию, Владимира, он говорит, это амбра, амбра. К сожалению, для самого себя я выяснил, что мужской, один из самых-самых афродизиаков, который вот принято считать, что для мужиков это самое ого-го, в больших количествах лично для меня он меня утомляет. Но факт остается фактом. В конце концов, не все ж такие, как я. Наверняка есть такие люди, которые и к амбре совсем по-другому относятся. Хорошая штука. Ну, все. Вот она, бархатная кожа, без всяких залипаний. Насчет успокоения. Ну, красноту вы видели. Сейчас вот, как по мне, она стала белыми пятнами пошла. То есть уже успокаивается. Значит, этот штук, что же, ты тут снялся, на ёпересоте. Не знаю, будет ли еще когда-нибудь продукция этой компании у нас на канале. Если будет, я буду только рад. Если не будет, хочу сказать сейчас. Ребята, это хороший человек. Замороченный и профессионал своего дела. Потому что выпускать такого качества продукции, да еще и в такой упаковке, но это не замороченный человек не сможет. Он не станет этого делать. Это будет тяп-ляпы и все, и на. А человек делает. Вот как много компаний вы знаете, которые крем после бритья вот так запаковывают. Я немного. А это, между прочим, не какая-то там прораза, которая там, вот такая здоровая. Это доната. Он меньше. Гораздо меньше. И все равно человек делает. Значит, человек думает о будущем. Это, во-первых. Во-вторых, качество его продукции. На мой взгляд, тут спорные моменты только в одном. Это ароматик. Ваш аромат, не ваш аромат. Все. А все остальное, мыло, лосьон после бритья и крема после бритья, да я думаю, каждый, практически каждый будет рад их иметь в своем багаже, в своем арсенале. Тем более, что у каждого из этих продуктов есть свои дополнительные плюшки, положительные. Это гипоаллергенные, это для чувствительной кожи. Это, если говорить за автошейв, это еще как туалетная вода. Там тыр-тыр, 8 дыр и пошел, вот тебе одеколон готовый. Ну и офигеть, какое увлажнение. Это не в том смысле, что у вас кожа становится такой, что ее прям выжимать с нее капать будет. Нет, у вас кожа живой становится. Просто живой. Вот сейчас вот здесь на лице я уже забыл, что я брился. У меня уже нет вот этого ничего. Здесь еще остаточные, маленько, чуть-чуть остаются, но вот той остроты, да и краснота уже, он станет смотреть, спадает, но вот той остроты здесь на шее я уже не ощущаю. 5. 5 по всем фронтам, и еще добавочно, наверное, пару баллов бы впаял за две вещи. Первое, это экономичность нанесения и тот эффект, который дает вот эта штукенция. Никак не ожидал. Если от подобного рода вещей раньше в первую очередь я ожидал долговысыхаемости, какой-то липкости с испариной на лице, и вот этой вот причмокиваемости, потом вплоть до того, что идешь салфетку убираешь, надоело, достало. Воротник рубашки, футболки где-то там уделаешь. Вот такое я ждал. Здесь этого нет и в помине. Здесь первозданная, чудесная бархатная кожа. Хорошая штука. Ну и плюс еще пахнет. Пахнет на 3-4 часа тот же самый парфюм. 7 баллов однозначно. Помазок. Он столько раз уже был на обзорах. Подтверждает полностью свою сатисфакцию, сколько он там стоит, в районе 30-35 баксов. Но для сильвер типа, ну что, это деньги что ли? Да нет, вполне себе. Годная, хорошая продукция, молодцы, здорово. Лезвия. Биг, да, понравились. Да, они не первый раз на обзоре, ребят. Я не знаю, какую проворонили, они и раньше были. Одна фишка. Мне эти лезвия нельзя ставить в станки от средней агрессивности и выше. Вот тогда они мне геморрой ага устраивают. А если в мягких станках их ставить, так это ж хорошо. Это прямо они вообще здорово, что как вообще зашибись. Это. Вот что надо было сегодня использовать. Те самые лезвия, которые, ну скажем так, более универсальны, потому что их можно в принципе втыкать, ну только в мягкие станки, смысла никакого. А в агрессивной и средней агрессивности, да что доктор прописал, они наравне с зеленой астрой будут отрабатывать, ну вот так вот, на раз-два, прям вообще супер. Сам станок удивил.
не ожидал такой вот этой вот зубастости вот от такого малышика. Теоретически можно было предположить ввиду вот этих вот крыльев, но как вот эти вот радиусы я увидел, думаю, ну все, тут площадка для того, чтобы там под оптимальным углом все как положено, а нет. Агрессивный, агрессивный. Вот если, допустим, вот лично для меня 89-я голова где-то стоит в районе 5-6, HD 3.4, 3-3,5, то вот здесь бы я вот семерочку спокойно бы дал, и даже бы и не парился. 7-7,5. Вот так вот в моем понимании. Еще чуть-чуть, вот еще полбалла, и он бы на 0,9 головы старта бы дотянулся. Вот так вот. Но это не простой малыш. Это с характером, реально с характером. А учитывая его конфигурацию, то, что в любой момент вы его можете разобрать, промыть, почистить, высушить, положить в коробочку, бросить на карман и на край света за туманом. А кто едет за туманом? За деньгами едут. Что-то там песня такая, да? Так вот, вполне себе, а что нет-то? Еще раз спасибо Александру Тернавскому за то, что познакомил нас с этой историей. И да, могу подтвердить, ребята, если вы где-то на просторах сети сможете найти в хорошем, нормальном состоянии продукцию Харьковского пластмассового завода, ребят, даже не парьтесь. Просто берите. Просто берите, потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, эта продукция, ну, она не так уж и дорога. То есть вот станки можно взять где-то в пределах там, ну, до 1500, что-то типа такого. В 1500 такой станок, да это даром. Это реально даром. Это хорошая штука. И которая, кстати, послужит еще не один день, потому что там резьба не пластмассовая. Ну все, все. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Сегодня будет стрим. Не забывайте на него заглядывать. А если у вас в принципе будет хорошее настроение, ребята, не забывайте, что вполне себе достойные вещи нас окружают в бритье постоянно. Если вдруг с чем-то из подобного вы столкнетесь, оно вам вдруг надо, да у вас еще и лишняя копейка завалялась, а что нет-то, а что нет. Но итальянцев рекомендую не на 99, не на 99,9, а на 100%, потому что не я первый узнал об этой компании в России, до меня еще были люди. И вот, а где отрицательные отзывы? Есть такие? Вот те самые люди, которые раньше это знали. Ребята, скажите свое слово, назовите, потому что у меня прет просто реально с этой продукцией. Мне это реально по кайфу. Меня просто вот бомбит. Я вот с удовольствием бы поперепробовал всю линейку, которую делает Донат, и вам бы показал. Особенно с байрумчика бы начал. Уж больно там морячок такой залихватский, там с трубочкой, или трубочку я придумал. Ну без козырка у него вот эта итальянская с помпушкой. Ну прям по кайфу, реально. Ну все, пока-пока, до новых встреч. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. В следующий раз будет клинковая. Потому что зараза затягивает. Ой, затягивает. Я сегодня пинками себя буквально загонял. Но, как говорил Карл Маркс, ты в ответе за тех, кого приручил. Или кто там говорил? Экзюпери в «Маленьком принце». Так что тэшки тоже нужны. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал. На просушку поставил мыло и про мыло не сказал. Ребята, Хаслингер это такое мыло, которое, оно, наверное, все-таки не нуждается ни в чьей протекции, ни в чьей рекламе. Потому что это тот продукт, который давно уже на рынке, и он себя сам зарекомендовал. Даже если все блогеры мира выйдут сегодня или завтра и скажут, Хаслингер говно, 90-95% людей не поверят и пойдут проверять. Может, эти блогеры звездят. Потому что Хаслингер это качество, это хорошая пена, это великолепное поскольжение, это чудесная ароматика, но опять же скромность. Потому что вот эти вот свои таблетки по 60 грамм, ну, в этом скрытый смысл. Это не 150 грамм, это 60. Значит, она смыливается быстрее, и у тебя больше возможность каждый раз попробовать что-то новое. А с запахами ребята работать умеют. Поэтому, если вы когда-то думали вообще, в принципе, брать овечку, Хаслингера или еще что-то там, ребята, если у вас никогда ее не было, берите. Не пожалеете точно. А уж как далеко вы в своих хотелках там хотите зайти и взять там не только там овечку, там медовое или что-то еще, там байрум или еще что-то, это решаете только вы сами. На мой взгляд, в Хаслингере ограничение только одно. Это
запаховая составляющая, насколько вам она будет по кайфу. Потому что мы все разные, и у каждого может быть свои какие-то там хотелки, тараканы в голове и прочее, прочее. А что касается качества, они свое качество подтвердили. Как-то так. Ну вот теперь все, уже пока.